у нас появилась идея. Появилась она не просто так, и зрела эта мысль уже давно. Но все время какие-то другие, не менее классные идеи перевешивали. И вот идея окончательно созрела. Как вы уже знаете из моего канала, мы путешественники. Ну, то есть 2 раза в год мы проводим отпуск где-то вдали или не очень от дома. Открываем для себя новые места, знакомимся с популярными направлениями путешествий, чередуем активный отдых с неким тюленем, пляжным. За последние 10 лет мы побывали в десятках локаций, которые известны и популярны во всем мире. Минск, Прага, Амстердам, Лондон, Париж, Вена, Тель-Авив, Хельсинки, Таллин, Рига, Пхукет, Будапешт, Гавана, Стамбул. Это еще не все города и не все страны, в которых мы гуляли. Безусловно, мы объездили на нашей машине все окрестности Санкт-Петербурга, в котором мы проживаем. Гатчина, Пушкин, Павловск, Выборг, Приозерск, Сартовало, Урскеало, Луга, Великий Новгород, Псков, Пушгоры и так далее. Надо отметить, что на машине мы ездили и в дальние поездки. Мы ездили в Геленджик по России, мы 2 раза путешествовали на машине по Европе. И еще мы ходили в круиз из Москвы в Нижний Новгород, а также из Рима в Барселону. Короче, много чего было в нашей жизни. Но как-то так получалось, что путешествия по России у нас были в планах, но все время откладывались на более позднее время. Думалось, что пока есть возможность, будем открывать для себя зарубежье. А тут мы как-то и, в принципе, сами успеем. Но обстоятельства поездок за границу становились все более сложными и дорогими, занимали все больше сил и времени на дорогу. И, наконец, наша идея оформилась. Мы понимали, что нам хочется в 2-недельный отпуск успеть увидеть как можно больше. Не зацикливаться на одном, 2, а сразу 4 или 5, а может даже 6 мест охватить. При этом познакомиться с теми местами, до которых на машине добираться как-то долго с учетом короткого отпуска, а перелетать с места на место тоже как-то, наверное, неинтересно. И мы думали прилететь в первое место и дальше передвигаться из города в город на наземном транспорте. И улететь обратно в Питер, к себе домой, уже из конечного пункта, или, может быть, сделать какой-то круг. Конечно, у нас были намеченные места для посещения, много раз их обсуждали между собой. Это Казань, Екатеринбург, Самара. И когда мы начали планировать, мы прибавили к ним еще 3 города-миллионника – Пермь, Уфа и Челябинск. Получился маршрут. Почему я уделяю столько времени этому в своем рассказе? Мы всегда планируем наши поездки самостоятельно. Мы ищем билеты на самолеты, мы ищем билеты на поезда, мы снимаем дистанционное жилье, изучаем местный транспорт и доступность достопримечательностей. Так мы делали и на этот раз, и поверьте, это было достаточно сложно. Первоначально наш маршрут был кольцевым, то есть мы хотели прилететь в Казань и улететь из Казани. И мы до последнего пытались это сделать. То есть последний перегон, как мы себе его представляли, должен был быть вводным. То есть мы доезжаем до Самары и дальше из Самары возвращаемся в Казань. Но на выбранные нами даты, плюс-минус неделя туда, неделя сюда, не было ни одного круизного судна между Самарой и Казанью. Не было вообще ничего водного. И на самом деле само-то круизное судно – это такая штука совсем не дешевая и очень-очень долгая. Она хороша как основной тип отдыха, но не в нашем случае, когда мы искали простой пассажирский водный транспорт. И вот, катеров между этими 2 точками мы тоже не нашли. Уважаемые жители Поволжья, если мы не там искали, если вы знаете, как часто, как вообще добираются из Самары в Казань, расскажите нам, пожалуйста. Ну и, соответственно, из Казани в Самару. И последняя наша хотелка. Мы не очень хотели ехать от города в город на автобусе. Если честно, и выбор рейсов был не очень велик, и цена не совсем уж и низкая. Но в данном случае нам было удобнее передвигаться в ночи, в поезде, лежа, поспать немножко, отдохнуть, собственно, не завися в том числе и от загруженности дорог, что в автобусе, к сожалению, не всегда можно запрогнозировать. Плюс из отзывов мы видели, что некоторые автобусы до сих пор, это не совсем те экскурсионные круизные автобусы, которые можно развлечься и, так сказать, предаваться впечатлениям. Это иногда просто рейсовые автобусы. Вы думаете, что найти связующие поезда между городами, которые мы запланировали, было просто? Нет. И выбор рейсов был невелик, и практически всегда, или на 100%, это были поезда дальнего следования, в которые ты подсаживаешься.
Про поезда я уже, кстати, выпустил 2 ролика, можете посмотреть на моем канале, и там я подробно обо всем этом рассказываю. Теперь по поводу самого проживания. Мы в нашем поиске, когда мы занялись поиском мест, где мы хотим остановиться, учитывали 3 фактора расположения. Первое. Либо это рядом с вокзалом, либо это рядом с центром города. Второе. Разумеется, цена. И третье. Возможность заселения в любое время. При этом мы искали именно гостиницы или апарты, и я объясню почему. Очень многие предложения частного сектора, несмотря на вменяемую стоимость, несут в себе достаточно большие риски. То есть в отличие от сервисов там Островок, Яндекс или Отель 101, где ты покупаешь через агрегатора и получаешь хоть какую-то страховку от того, что не останешься на улице, здесь этого не было. Второе. Это то, что нам было очень важно иметь возможность оставлять в отеле свои вещи до, а главное, после сроков съема. И связано это было с тем, что заезд, как правило, во все эти места происходит где-то между 14 и 15 часами, а выезд в 12. А наши поезда прибывали рано утром и уходили поздно вечером, а то и в ночь. Но получалось, что мы могли бы оплачивать еще одни сутки за пару часов пребывания в отеле или квартире. Ну, это такое себе, конечно. И вот, когда мы нашли поиски, обратите внимание, за 3 месяца до поездки, то поняли, что были, в принципе, очень оптимистично настроены. Только подняв планку цены за отель за ночь на одного человека до 2500 рублей, мы нашли пару хороших мест в Казани. Самара оказалась еще дороже этого. Мы читали отзывы, мы рассматривали карты городов, мы прикидывали по возможности какие-то пешие походы, чтобы не ездить на транспорте до достопримечательностей. Неделю мы этим занимались. Не все было гладко, но в целом мы нашли отели, нашли места пребывания, и они, я надеюсь, нас не подвели. Что касается стоимости поездки, стоимости отелей, поездов, я обязательно подведу некий итог после того, как опубликую все ролики из городов нашего пребывания. Но если коротко, то получилось совсем недешево на двоих на 2 недели. Но для нас, конечно, в данном случае это не главное, мы осуществляем идею. Вы же помните, идея. Я постараюсь донести до зрителей те ощущения, то, как мы видели, когда ходили по незнакомым местам окружающие. Это абсолютно субъективный взгляд. Можно не соглашаться с ним, можно считать его немного наивным и глуповатым. Я с радостью услышу ваши комментарии, пожелания и ваши отзывы о том, что и как вы видели в данных местах. Особенно если вы живете в этих городах, в этих локациях, с удовольствием услышу, что вы про это думаете. Где-то мои съемки даже сводятся к тому, помните, как в том анекдоте, что вижу, о том и пою. Иду и снимаю, и комментирую то, что вокруг меня. Простите, я к эфирам не готовлюсь специально. Я не изучаю специально там историю каких-то зданий, там историю каких-то достопримечательностей. Я, как и 99% путешественников, смотрю вокруг себя и рассказываю о том, что я вижу. Для себя и для вас. Итак, двинули в путь.